Всем доброго дня! Сегодня у нас внеплановый с вами ролик будет, так как пришла одна очень хорошая весть с тонкоплановых полей. Вот, и я почему-то чувствую внутреннее огромное желание ею с вами поделиться, потому что новость эта хорошая, и она касается как раз конца декабря. Вот. То, о чем я хочу сказать, ну, это будет не совсем физическая, да, новость, но тем не менее, я думаю, вам будет интересно. Касаться это будет системы и матрицы, в которую мы здесь заключены. Но перед тем, как я озвучу, что и как, вот, я хотела бы немного вам обрисовать, что я вообще понимаю под системой матрицы, для того, чтобы вы поняли потом суть того процесса, который происходит сейчас на тонком плане. Смотрите, что я подразумеваю, когда говорю система. Когда я говорю система, я не подразумеваю ту кабалу, которую здесь устроили определенные лица, которые управляют нашей планетой, да, нашей параллелью, и их вот эту вот систему политики, там, финансов, каких-то там бумажек, юрисдикции и прочее. На это вообще я даже особо... Это как одна из сторон, знаете, медали, и то не самая большая и важная. То есть это только один из пунктов реальной системы, которая здесь установлена. Я уже мельком рассказывала про эту систему, про этот завод, да, как я его назвала, завод по производству Гаваха, который здесь устроили темные. Я рассказывала о нем в ролике про устройство мироздания. Там я коснулась этого очень вскользь, так поверхностно обрисовала, чтобы было понимание у людей. Там же я рассказала о таком моменте в этой системе завода, как голограмма, вот, на небе, часы, да, большие, как я их назвала. Вот, это, точнее, это не часы, это циферблат часов, вот, который отражается только и дает представление о времени. И я сказала, что завод этот, он механизирован полностью. Так вот, также я вам рассказывала об эгрегорах, да, о сущностях, много чего еще. Но это система выкачки энергии. Также там есть система перенаправления энергии и прочее. То есть об этом я тоже мельком упоминала. Если хотите, мы можем, опять же, крупно взять, вот, и я объясню, что такое матрица, что такое вот эта система, как это все взаимосвязано, как устроен этот завод, как он работает и прочее. Вот, если вам интересно. Но не в этом ролике, потому что сейчас у меня нет возможности использовать доску, чтобы нарисовать, да, наглядно, как это все выглядит. Поэтому я коснусь мельком. Так вот, система, сама система, как я называю, я чувствую, что она живая. То есть это совокупность всех факторов, которые здесь установлены. То есть это и эгрегоры, и вот эти вот сущности, искусственный интеллект, да, которые есть здесь. И также вот этот вот голограмма, вот это часов. Также механизмы, которые управляют полностью матрицей. Также это и система управления, то есть те самые, как я их называю, часовщики, которые обслуживают весь этот механизм огромный завода, да, запускают определенные алгоритмы и прочее. То есть, так вот, вот эта огромная система, которая управляет вообще, на которой держится все здесь, и особенно это касается механизмов, и в первую очередь матричных механизмов, которые состоят из цифр и определенных шестеренок, как я их называю. Вот как вы видите сейчас, вот шестеренки, да, которые крутят друг друга в часовом механизме. Вот примерно так же состоит матрица.
И эти шестеренки и цифры, они решали, какая у вас судьба будет, что вам дать, да, сколько вам денег дать, сколько вам дать там здоровья, сколько вам дать того, сего, пятого, десятого, как заставить вас крутить эти шестеренки, какую морковку вам предложить. То есть, по сути, все вот эти процессы, они механизированы. То есть она, вот эта вот система, вот эти вот шестеренки, грубо говоря, вычислительные алгоритмы огромнейшие, они перехватывали, то есть их цель была это перехватить ваше творчество, перехватить вашу искру, перехватить то самое намерение, энергию, да, и при помощи нее, при помощи определенных алгоритмов выстроить то, что ей нужно. Для того, чтобы все прорабатывалось так, как нужно именно этой системе. То есть, по сути, люди и были теми, кто двигает весь этот механизм. То есть это при помощи их же внутреннего потенциала, при помощи их же внутренних резервов, энергии, все это строилось. В принципе, об этом я тоже говорила. И очень многие говорят о том, что у темных здесь были определенные циклы, да, которые вот, ну, они, в принципе, этого и не скрывают, они все говорят, вот там цикл такой-то, цикл сякой-то, там сейчас вот этот закончится цикл, начнется цикл сякой-то, то есть все по кругу, по вот этим вот механизмам, по работе вот этих шестеренок. И я говорю, те, кто единственные там пользовались и знали, как, что и зачем, это были часовщики. Часовщики, которые этот весь механизм обслуживали. Вот они для себя все это делали. Но не суть. Я говорю, если захотите, прям отдельно большой ролик будем рисовать, будем все рассказывать, показывать. Вот. В этом плане с вами нарисуем, обсудим, и как бы я сделаю большой ролик, расскажу. Так вот, вот эта вся система механизма сейчас начинает ломаться. Вот что я хотела рассказать, и как бы вот сама тема ролика. И это, это просто классно. Вот серьезно, не поверите. Вот эта вся система, вот эта вся матричная реальность, которую я ощущала раньше, то есть вот эти вот механизмы, они просто сейчас начинают вот эти шестеренки разваливаться. И это просто супер. И очень многие люди это чувствуют. Если вы тоже это чувствуете, да, я думаю, многие из вас есть люди, которые тоже чувствительны к этим всем тонкоплановым проявлениям, они чувствуют этот момент сейчас, он происходит. То есть вот эта система, которая здесь выстроена, вот этот завод, вот эта вот матричная структура, она начинает разрушаться. Эти шестеренки, они просто вылетают. Они просто начинают разрушаться. Они просто уже не крутятся. Механизмы где-то застопориваются, где-то что-то. То есть оно приходит в негодность. Эти часы встают. Они ломаются. И это очень и очень классно. Я просто не могу даже передать вот свои вот эти вот ощущения, насколько я рада, насколько, я чувствую, что это все. И если мы с вами говорим о том, что вот эта система, в чем вообще плюс, да, в том, что эта система начинает ломаться, вот эти механизмы и все прочее, то часовщики, которые обслуживают этот механизм, они больше не смогут здесь ничего провернуть из того, что они хотят. Потому что все алгоритмы, которые они так или иначе запускают здесь, а они их запускают, если хотите, об этом я говорю, отдельный ролик вообще с ними, они не будут работать. Вообще не будут. И это очень и очень классно, потому что у них все строится на запусках вот этих алгоритмах и на магии. То есть все, вообще вся их система управления, то, что вот они тут управляют, то, что вот они получают то, что они хотят, то, что у них выходит делать то, что там они задумали, все строится на двух принципах. Это алгоритмы, да, матричные вот эти, которыми они раньше могли управлять и подстраивать там под себя вот это все механизмы эти. Это первое. И второе, это магия. То есть выстроение матричных каркасов построения. Все.
у них этого всего, то есть их старые вот эти вот трюки, они срабатывать не будут. И это на самом деле, это очень и очень классно. Вот. Не знаю, как вам эта информация, да, может, многие там подумают, ой, какой бред, там еще что-то, но, тем не менее, это структура, и если мы говорим про всяческие тайные организации и все прочее, вот, то они прекрасно знают, как эта структура работает, да, то есть они богатые, знаменитые, там, и все остальное, не потому что они такие богатые, знаменитые, и это, они просто умеют пользоваться вот этими всеми моментами, просто потому что их посвятили, просто потому что им рассказали, как это работает, как этим пользоваться и прочее. В принципе, некоторые из них даже не скрывают этого. Вот. Так что вот такие дела, ребята. И это очень хорошие новости. Новости о том, что этот механизм ломается. И даже перед тем, как записывать этот ролик, я еще раз, можно сказать, вылезла на тонкий, посмотрела, пощупала этот механизм, попыталась покрутить там шестеренки, как бы где-то что-то там подковырнуть, и я вижу, то есть, что он не шевелится, то есть он начинает как-то что-то вот это вот шестеренки эти проходить, и они просто вот и все, и встали, то есть они не могут продвинуться в некоторых моментах, то есть механизм реально заклинило там. Вот, он ломается, это просто супер класс. Вот такие отличные новости, это с тонкоплановых полей. Посмотрим, как оно все отразится на физике, и возможно, что это именно то, про что я говорила, то есть что будет 20 декабря, я тогда не понимала, да, вот какой момент. На данный момент система еще, ну вот этот, завода, она не до конца рухнула на тонком плане, она еще есть, она пыжит, пыхтит и разваливается при этом, то есть просто вот сыпется, знаете, вот, прям идет вот завод, который вроде как он еще работает, что там на последнем издыхании вот эти вот механизмы там крутятся, но это все вот просто сыпется, разваливается, вот эти шестеренки вылетают, вот эти болтики, винтики, это все вот просто сыпется. Как это отыграется на физике, посмотрим. И, возможно, это именно то, что мне шло про 20 декабря, да, допустим, что в конце декабря это все изменится, крайне все вообще поменяется. Вот, так что будем смотреть, будем наблюдать, но новости, тем не менее, просто обалденные. Все, всем вам благ желаю, всего самого хорошего, будьте на позитиве, все просто супер, как по мне. Все, всем пока-пока.